Здравствуйте еще раз. Тема моего сегодняшнего семинара — это мое учение о Боге, о расширении личности человека в вечность. В данном случае тема, значит, она поставлена таким образом, что понятие самого расширения имеется в виду в первую степень, да, это информативное расширение, то есть развитие личности именно в структуру вечности, где физическое, например, наличие человека в бесконечном развитии, это тоже есть фактор все-таки расширения, некого как бы внешнего развития, когда человек развивает свою структуру, в структуру как бы отдаленных событий. Вот если мы присмотримся к этой ситуации или информации, то отдаленные, например, события, более отдаленные, да, от человека в будущее, они рассматриваются как события с все более пристальным контролем за как бы самим собой. Вот чем, например, человеку можно как бы отделить информацию далекого будущего от более ближнего. Например, взять миллион лет в будущее и, например, 100 лет в будущее. Да? В чем разница между этой информацией? Отдаленное будущее все-таки, начиная со 100 и в бесконечность, это все-таки более пристальный, более как бы динамичный контроль. За самим собой у человека возникает. И если отсюда мы начинаем, например, двигаться уже обратно к себе, да, к личности, то возникает такая специфическая задача, что из отдаленного уровня, из динамичного уровня мы должны попасть, как бы состыковаться с собой уже в статичном положении. И вот фрагмент сознания, который как бы занимается, или его можно направить на то, чтобы вот это вот развитие человека в структуру вечности зафиксировать как именно технологический инструмент, вот этот фрагмент сознания, он работает как бы динамическая система, где-то вот в определенном уровне именно вечности. Вот информация вечности — это конкретная информация жизни. То есть вечность и жизнь здесь понятия практически совпадающие. И когда вы начинаете рассматривать структуру, вообще почему так, почему, если мы берем вообще просто обычную информацию, да, в каком-то далеком будущем, то мы можем считать, что это просто информация о вечности. Но вот когда мы рассматриваем развитие личности, мы всегда имеем дело с жизнью. Потому что текущая жизнь человека всегда направлена в сторону той структуры вечности, которая именно является жизнью. И причем там другие оттенки. Из более далекого расстояния это серебристый насыщенный цвет, когда приближаемся, он приобретает вид золотистого цвета. То есть там даже другие оттенки как бы информационно-цветового управления получаются. И если мы хотим понять как бы светоприроду человека с этой точки зрения, да, например, человек, живущий именно сейчас, какая оптическая у него среда, да, с точки зрения внешнего анализа. И если мы рассмотрим человека в вечном развитии, это как он вообще выглядит на цвете. Просто простую задачу поставить, как задачу управления, то получится, что сейчас, чтобы получить сигнал и посмотреть на себя в цветовосприятии, возникает критерий зачем, куда это нужно, с какой точки зрения. И в принципе управление, то есть динамика сознания такова, что, находясь в точке сознания сейчас здесь, рассмотреть как бы комплексные цвета достаточно человеку бывает сложно, потому что он как бы должен абстрагироваться, выйти из-за структуры своего сознания, посмотреть как бы на себя извне. Это усложняет, как бы удлиняет время. Это, конечно, может делать любой человек, просто нужно знать технологию, и при этом фиксируется человек в текущем времени, то есть он обладает локальным спектром цветов, каждый из которых, как только человек проникает в тканевую структуру, имеет бесконечное свойство. То есть цвет, излучаемый человеком в этом случае, он фактически означает переход в тканевую систему, и можно видеть, например, ткань. Да? Если смотреть на вечность, вперед на вечность, то человек, находящийся именно в информации вечности, то цвета там имеют статичную структуру. И они выражены совершенно определенными статичными областями, при этом они там более плоские. То есть, если в текущем времени человек выражен
значит, более такими объемными формами цветовыми и более однотипными цветами, так скажем. Там они более разнообразные, но более плоские, потому что очень большое наслоение событий происходит. И вот если мы хотим рассмотреть именно расширение как бы в механическом понимании даже, а в оптическом понимании, что ли, оптики человека в структуре вечности, то можно увидеть следующие свойства, что ли, что вот эти вот многомерные системы, там трехмерные и так далее, которые существуют возле человека, как правило, речь идет о трехмерных системах, которые переходят как бы в плоскостной вариант вечности, то видно, что структура вечности, вообще говоря, излучает с любой воспринимаемой системы. То есть дальше мы, получается, переводим управление в плоскость, но плоскость, вот стол плоскость, там какой-то предмет реальности плоскость и так далее. Получается, что в структуре плоскости все время есть излучение структуры вечности. Вот мы можем находить тогда точки, из которых идет излучение. То есть развитие информации личности в структуру будущего таково, что мы получаем структуру вечного развития фактически из отдаленного будущего. То есть весь материальный мир, который воспринимается человеком, в данном случае может рассматриваться как проекция именно бесконечного мира в будущем. И из структуры любого предмета, более того, любого социального даже события, можно понять, чьей проекцией является эта система с точки зрения бесконечного количества будущих событий. И отсюда, если мы рассмотрим уже неразрывную связь текущих событий, да, с будущим, то можно даже определить форму. Вот, например, идет демонстрация по улице. Можно, посмотрев на демонстрацию физическим зрением, совершенно четко увидеть, вот я специально рукой прям показываю, где это может находиться. Демонстрация, вот, например, здесь, да, в этой, чуть выше, буквально там, на расстоянии 50 метров, в метре над демонстрацией находится структура будущих событий. И проективная форма этой структуры — это вот эта конкретная демонстрация. То есть, если мы хотим определить, например, почему человек находится в той или иной форме, да, или в том или ином месте физически, то здесь возникает достаточно такая двоякая, в общем-то, даже многоярусная задача. Человек абсолютно свободная личность. И будущие события не могут быть системой, навязывающей как бы положение человека сейчас. Следовательно, человек выбирает себе путь, он, значит, должен состыковаться каким-то образом, известно каким, там, информативным, интеллектуальным. Как правило, это уровень души человека с бесконечными событиями, и фактически он участвует просто в этих событиях. Поэтому сейчас он вот идет на эту демонстрацию или идет в магазин, не идет на демонстрацию. Значит, он как бы договаривается со всеми будущими элементами реальности, выбирает какое-то оптимальное решение и все-таки решает сам. Получается, что проявление человека в будущем, чтобы он жил вечно, он должен вот этот принцип как бы договоренности, да, все время перебрасывать в еще более отдаленное будущее. То есть вот он с одним звеном договорился, спроецировался, попал в демонстрацию или не попал, например, не захотел, но тогда он должен в этот момент сознанием контролировать следующий перехлест как бы событий, следующее звено и так далее. То есть и когда он начинает интенсивно, кстати, вот так же развивается ДНК, заброс следующего сигнала всегда дальше предшествующего. И, то есть формально тканевая система человека все время находится в интеграции с вечным развитием, именно на информации. А когда вы делаете это сознанием, то получается, что таким образом вы переводите структуру собственной личности в структуру вечного развития, но уже естественным путем. То есть вам не нужно для этого там напрягаться, утомляться или делать какие-то сложные упражнения и так далее. Вам достаточно просто перевести структуру личности в бесконечность. Механически буквально. Взять оптическую фазу, расширить все. И не просто там в обычное пространство, а именно в структуру бесконечности. И исходя из этого, как только вы начинаете это делать, а я сказал, что бесконечность проецируется в системный уровень, например, конкретных величин, да, пространственных, то, что человек воспринимает, то здесь
видно, что бесконечная величина, она распределена в восприятии по уровню фактически вот такому же, как на информации выглядит действие мужчины и действие женщины. То есть бесконечная величина имеет половой признак, так скажем. Вот, ну, и, в общем-то, элемент развития человечества по половому признаку — это есть тоже развитие структуры в вечность, да, структуры, которая заложена Богом. И когда мы рассматриваем задачу, как Бог, да, один, как бы соразвивается подобно человеку, он же один, то он должен получить монолитную систему, монолитную, в данном случае это информация вечности, которая бы при приближении имела как бы распределение по половым признакам. Да? И если мы начинаем рассматривать структуру именно половую человека, там имеется в виду пол мужчина, пол, да, женщина, третьи какие-то варианты могут существовать, да, но мы рассматриваем известные характеристики личности, тогда получается, что если мы, например, четко фиксируем структуру по признакам половым, то вот эта вот структура следующего восприятия, то есть родившийся ребенок, например, который воспринимает следующую реальность и так далее, он четко фиксирует все то, что существует сейчас с точки зрения вечности. То есть идет как бы контроль минус пространством, то есть прошлыми событиями. Потому что тот, кто смотрит вперед, он уже знает, что находилось как бы за ним. Это является его платформой развития. Получается, что раз так, то опорной системой информации является вот это проявленное в восприятии вечности. И тогда получается, что можно фактически вот это очень хорошая система для управления телом человека. То есть человек может создать форму тела, но в пределах как бы известной величины, причем ту, которая ему нужна. Вот здесь очень мощная система управления именно физическими параметрами тела возникает, потому что ну, тело вообще рассматривается как результат, так скажем, жизнедеятельности двух организмов, значит, именно мужского и женского. И получается, если мы хотим управлять телом, именно с точки зрения тканевой системы, мы должны также рассмотреть информацию, да? И распределить по системному уровню. Именно так. Тогда можно продифференцировать, то есть более интенсивно, например, вырастить отсутствующий какой-то элемент, ну если там, предположим, у человека резекция органа, тогда вот распределение по половому признаку позволяет систематизировать структуру. И это же есть то, что вечность проявляется в виде половых систем. Единая вечность проявляется в виде половых систем. И здесь получается, что значит, процесс системности с точки зрения Бога — это как бы разветвление, например, моноинформации вечности для Бога в структуру мужчины и женщин. Но разветвление, вот так как Бог дает единое каждому, значит, должно быть одинаковым. То есть и у мужчины, и у женщины есть уровень совершенно одинаковый, который позволяет, например, там, независимо развиваться вечно, так же, как делает Бог, да? И при этом он является все-таки опять системным, потому что в данном случае это есть передача знаний, там, рождение детей и так далее. И получается, что если мы рассмотрим, вот, например, развитие вечности тогда же в человеческом понимании, то есть с точки зрения Бога уже понятно, что от моносистемы развивается как бы многоуровневая система. А вот с точки зрения человека должно быть фактически как бы наоборот. Люди должны иметь высокий уровень концентрации, например, в сознании, и через этот уровень делается та же работа, что делает Бог. И для того, чтобы получить вот этот как бы обратный уровень управления, нужно рассмотреть тогда, как интегрируется личность фактически, да, человека к самой себе. Ведь в бесконечном развитии
первичный элемент развития личности все равно встретит через бесконечное время свой собственный импульс. Это, в общем-то, обычная физическая задача. Если запустить луч света в бесконечность, он пройдет всю бесконечность и все равно как-то отразится. Но он же за это время накопит колоссальный опыт. То есть человек вынужден все время сталкиваться фактически с самим собой, но на несопоставимом высоком уровне своего собственного развития получается. То же самое и для Бога, да? Бог имеет каждый элемент своего собственного развития несопоставимо более высоким получается, потому что любой элемент после первичного импульса как бы реакции или диагностики следующего состояния, он уже содержит бесконечное количество, огромное количество следующих событий. Значит, Бог вынужден постоянно решать задачу взаимодействия фактически, да, с собой, как бы вот, с точки зрения человека так происходит, по крайней мере, где следующий элемент гораздо более насыщенной информацией. Значит, весь внешний мир, который воспринимает человек, это его собственная реакция, но в его более, как бы, большем, более интенсивном развитии через бесконечность. То есть любой предмет, который в восприятии соприкасается с человеком, например, со зрением человека, с телом, да, это есть продукт бесконечной деятельности самого человека. И в этом человек, получается, он подобен в действиях тому, что делает Бог, а следовательно, если таким образом, то его собственное тело – это есть канон, по которому может создать любое другое, в принципе, тело. Значит, любое другое тело физическое, оно управляемо, да, данным человеком. То есть он развил свою личность, подобно тому, как делает Бог, но распространил на другого человека, и все. Если у другого человека есть какие-то проблемы, там, физические, там, физиологические, он может просто-навсего нормироваться, потому что человек, который занимается управлением, просто аналогию развил, и все. Он развил свою личность, зная закон распределения информации. Что внешняя реальность – это есть, в принципе, по большому счету, то, что воспринимает человек о самом себе сам. А если так, то человек же может управлять рукой, ну, своим телом, по крайней мере, точно. Значит, получается, что он, естественно, может управлять тогда внешней средой. В такой транскрипции. Там разница только в том, что здесь он как бы управляет физическим телом, а там он вынужден войти в структуру вечности и просто определить путь движения к себе. То есть фактически человек имеет возможность никогда не заблудиться, даже в физическом пространстве. А уж тем более, если мы распространим эту реальность в информативный уровень, там, уровень духовного развития, то тогда он имеет совершенно четкую возможность всегда найти ориентир в бесконечном уровне разнообразных явлений, да, жизни. И если, например, уровень там, макроспасения, спасения всех, это в большей степени часто необходимый уровень для того, чтобы сделать какое-то действие следующее, да, в мире, то вот уровень именно следующего развития, когда уже осуществлен как бы шаг по макрорегулированию, и человек тогда думает, что делать дальше. Да? Дальше идет, ну, как бы высокая часто скорость управления, что делать конкретно дальше, как жить, например, там, счастливо, как делать управление вечным развитием. Вот, например, где гарантии того, что человек, освоив там 1000 методик и основное количество, пусть даже постоянно срабатывает, да, и работает системно, где гарантии, что он живет не просто там вечно, там, а, например, он живет так, как вот, например, с точки зрения информации все равно, и он живет так, как любой другой человек, например, там, 1 000 000 лет назад или там, 100 лет назад. Ну, с точки зрения управления, 1 000 000 лет назад перехлестывается для восприятия как бы в информацию будущего, все-таки бесконечного будущего, потому что чем дальше мы уходим в прошлое, тем больше сжимается пространство и идет как бы естественно выброс информации в будущее. То есть это идет, ну, есть законы развития оптических систем, где слишком много информации прошлого значит, попадает в такую систему, что ли, восприятия, что, вот, например, сознание человека. Это
то, что с точки зрения человека, что может в себя вместить сознание. Это некая конечная величина. Например, весь мир — это некая сфера. Да? И если идти в бесконечное прошлое в минус, бесконечное прошлое начинает вытеснять текущие события, и получается будущее. То есть бесконечное прошлое всегда попадает в какой-то элемент будущего, возможно, бесконечно. И получается, что исходя из этого, с точки зрения именно логики восприятия человека, исходя из этого, если, почему я сказал именно возможно бесконечно, потому что если в бесконечное будущее, то получается, что мы как бы не фиксируем, не создаем устойчивости бесконечному прошлому. То есть там бесконечная как бы такая требующая постоянной концентрации величина в будущем бесконечно, в прошлом, например, то получается, что человек начинает воспринимать как бы динамические системы постоянно. А человек же привык воспринимать в том числе и систему статичной, зрением, например, да, или мышлением. И получается, что исходя из этого мы имеем то, что, вот, например, там, чтобы создать динамику, да, чтобы создать динамику внутри тела человека, нужно бесконечное прошлое, бесконечное будущее как бы сомкнуть. Тогда статичное внешнее тело создает внутри динамику, там движется кровь, какие-то молекулярные процессы происходят и так далее. То есть если взять, например, бесконечную будущую картину всего мира и значит, все прошлое, то вот именно разделом, проективным как бы разделом, вообще реальным связующим является сам человек, причем любой человек. Получается, с точки зрения логики, место вроде бы одно, да? В текущем времени все события мира, например, определены каким-то одним проективным значением времени, там, текущей секундой, да? Именно будущего мира. А прошлого то же самое. Пересечение происходит в этой секунде. То есть фактически все системы как попадают как бы на одного человека. Но по отношению к Богу так и есть. Все попадает на Бога. А когда вы начинаете видеть, что это относится ко всем людям, то с точки зрения людей существует один человек, но при этом существуют все люди. Почему люди похожи, да, и имеют одинаковую там форму? Потому что оптическая система может быть существовать только одна, вот именно в таком проявлении. Значит, и исходя из этого получается, что расширение, то есть распространение своей личности на уровень, например, там, создания мира, да, на уровне управления миром, это есть понимание того, что там, в принципе, ничего такого как бы специального, какого-то сложного делать не надо. Вы уже находитесь в проекции всего бесконечного будущего и прошлого, и данная проекция, спроецированная как бы в вашу личность, да, имеет уровень такого именно тела человека, человеческого тела. И если мы хотим посмотреть, как бы в глубоком личностном понимании, да, почему именно все-таки так, не то, что там некий свет спроецировался, и вот такое тело, да, появилось у конкретного человека. А потому что, значит, если уж по существу, мы можем посмотреть, кому данный человек может помочь, то есть кого он может спасти, кому принести какую-то пользу, да, некий там принцип доброты, который проходит именно в бесконечное будущее. Вот обратите внимание, кому-то помочь, это все время относится к будущему. А ведь человек, или к текущему, по крайней мере, времени. А человек все-таки создан так, что раз для Бога прошлое, текущее, будущее — это все одно и то же, то у человека должен существовать уровень, который бы имел такие же характеристики. Так вот, единственное место, которое позволяет контролировать подобие Богу, как делает Бог, эту информацию, это вечность тела человека, то есть именно его присутствие в вечности. Но с точки зрения именно как-то все-таки больше контроля. Тогда для него прошлое восприятие будет иметь такое же значение, как и все будущее. И он начинает иметь уверенность, что действительно он живет вечно, потому что он находится в правильной контролирующей позиции, внутри которой, или там, зная которую,
никакое отрицательное событие мира его уже точно не достает. То есть ему нужно четко как бы понимать и просчитать, что действительно никакое событие мира его там, реально не заденет. Да? Тогда он должен, именно отрицательно не заденет. Значит, тогда он должен взять под контроль всю систему мира, вплоть до деталей. И вот еще одним уровнем расширения личности, так же, как делает Бог, для управления является учет частных систем внешнего мира. Да? И вот эта вот, система частностей, так называемых, достаточно часто высоко объективизирующая мир система, потому что достаточно выделить в будущем какой-то частный случай, но правильно выделить. И может быть так, что следующие 5 лет вообще никаких проблем, или там 10 и 20, достаточно только одного точного выделения частной задачи для вас лично. Если вы хотите сразу иметь бесконечное развитие решения одной частной задачи, это возможно, но для этого нужно знать все структуры вечности, вот, которые определены вами как вечные структуры. То есть здесь вы должны четко определиться своим личным мнением, что для вас вечность тогда в вечном развитии. Конкретно указать какие-то конкретные вещи там. И вот если у вас это один раз хотя бы не совпадет, например, вы себе представляете в бесконечном будущем, что у вас на столе стоит ваза, и там есть, например, там цветок. Если в вашем будущем такого реально нет, то тогда вы должны, получается, это построить, да? Чтобы получить точное управление. То есть вы должны создать. Значит, но, как правило, есть вообще в жизни так, что есть абсолютно статичное будущее, которое вообще не меняется. А есть как бы варьированная система. Абсолютно статичная относится к известным величинам физическим, например, да? Которые не меняются в видимом диапазоне времени. Но самая сильная конструкция все-таки духовная, когда ясно, что происходит определенное событие. И когда, например, вы видите, что событие произошло, и уже идет влияние на духовную сферу, как бы постфактум, да, на задние планы управления, на более раннее время, то более раннее время может приобретать личностный тоже характер. То есть время прошлого может организовывать определенные структуры личности. И если вот, например, задуматься над тем, как вот души, которые рождаются Богом, приходят новые, да, на землю, как они информируются, да, то вот здесь вот идет пересечение с уровнем, что сначала все-таки они проходят уровень прошлого, как бы на информации, так скажем, а потом уже попадают там в текущее время, захватом там всего будущего. И вот когда происходит сам захват, это наиболее такой интересный момент проявляется, что здесь, в общем-то, получается, что если, например, вы имеете управление такое, что вам нужно сделать какое-то там действие, да, например, там, в отдаленном будущем, и рассмотреть с точки зрения, например, эволюции человека, каким образом человек будет выглядеть, вот какие действия его физические будут такие же, да, сохраняются полностью, как он, например, сейчас, и в будущем, да, кем он там является, то вы увидите, что сделанные какие-то вот действия сейчас, в этом времени, да, физические, четко поймете, что там через любые миллиарды лет они будут такими же, они не изменятся. То есть тело человека воспроизводит всегда одни и те же действия. Один из уровней развития личности Бога. Любое физическое действие его тела всегда сохраняется бесконечное время. Если вы четко фиксируете, что какое-то вы взяли, там, потерли палец, а палец сделали какое-то движение телом, да, любое, там можно сделать движение. Значит, любой признак, соответствующий только физическому телу человека. И если вы рассмотрите каноническую как бы стезю, которая связывается с тем, что если вы захотели это сделать в бесконечном будущем, то у вас должно получиться то же самое, то есть признак опознавания себя в бесконечном развитии. И вот это и есть уровень знакомства вашего с внешним миром. То есть человек всегда воспринимает мир как знакомую величину на самом-то деле. Вот обратите внимание, что человек может, например, там, удивляться неким красотам внешнего мира, какие-то неизвестные места, как бы, да, новые. Но ведь, когда он просто смотрит,
мир ему воспринимается именно знакомым. Это очень важно, что он видит, в принципе, ну, ту конструкцию, которая для него известна, то есть на определенном уровне сознания он эту информацию уже, значит, имел. Или же, здесь, если с точки зрения Бога, Бог выделяет свой собственный элемент восприятия. Бог всегда выделяет то, что ему знакомо, он же создал реальность. И по аналогии с этим получается, что вот уровень знакомого мира — это и есть статичность, устойчивость мира. Когда для всех людей одно и то же здание существует не потому, что один турист, а другой там долго жил, потому что есть уровень совершенно универсальный, уровень того, что мир вообще знаком человеку. Это не новость, как бы. И вот эта вот ситуация, ну, это так звучит несколько необычно, вроде бы понятно, что он знаком, да? Речь идет об информации устойчивости восприятия человека. Что, да, сначала попадая в структуру известности, потом идет восприятие. Если бы человек вот даже логически воспринимал все время мир как, например, некая неизвестная величина, тогда оставалось бы очень мало времени для самого процесса восприятия как такового. Основной бы ресурс тратился на устойчивость процесса как бы постоянно первичного познания мира. И получается, что раз человек практически воспринимает бесконечную систему, в общем-то, реальной информации, да, сразу, то параметра знакомства как такового, по большому счету, для основного, по крайней мере, количества людей нет. Они практически мгновенно осваивают, как бы осваивают всю систему внешнего мира, и потом детализируют, просто детализируют что-то. И все. И получается, что основной процесс познания — это умение как можно быстрее, как бы, да, среагировать на структуру внешнего мира, ну, с точки зрения логики человека, а дальше уже идет детализация. То есть захват большего количества информации, дальше идет детализация. И получается, что когда вы начинаете, значит, процесс детализации именно делать для себя естественным, то есть располагать по каким-то таблицам, признакам или просто в уме просматривать, да, в виде там снов. Здесь, кстати, вот есть интересный уровень, что сон — это свойство системности организма, то есть с точки зрения того, что человек попадает в необычное как бы состояние, да, когда он видит какие-то системы, отличающиеся от того, что ну, соотносится просто с мышлением. И при этом, при всем, может видеть какие-то сюжеты. То есть сон часто тем он характерен, что это состояние несколько незнакомое для человека с точки зрения устойчивости процессов. То есть сюжет есть, но нет, например, управления. Да? Есть магазин, но во сне там что-то можно купить, а, например, там, в реальности человек понимает, что несколько необычная, неустойчивая система. Да? И вот если распределить систему там, бодрствования как систему как бы знакомого мира, да? Например, сон, ну можно не обязательно сон, можно взять какой-то уровень мышления, который происходит на фоне там, отдаленной бесконечной величины, и как бы внедрить уровень незнакомства, то есть воспринять систему как незнакомую, просто специально. То есть тогда, получается, есть устойчивая фаза, мгновенное знакомство и дальнейшее развитие, и фаза, в принципе, она тоже устойчива, например, сон, но проходящий через уровень незнакомой информации, незнакомого как бы мира. Так вот, чтобы просчитать вот этот, вот, ну, скажем так, незнакомый мир, вычислить координаты возможного события, там, через сон, например, да, или через первичный уровень восприятия, здесь нужно так же делать, как делает Бог, сделать. Для Бога любая ситуация имеет бесконечную структуру смысла. И там отражены все явления, которые существуют сейчас в мире, там будут существовать. То есть фактически это, ну, скажем, похоже на то, что существует база данных, которая имеет там бесконечное развитие и бесконечно проявлено, так скажем. И вот когда вы имеете вот этот фактор, скажем так, незнакомства с миром или знакомства с миром, да, возникает величина физического тела опять человека.
как система, стыкующая понятия известно или там неизвестно. И получается, вот действительно физическое тело поэтому вечно, потому что значит, между известными и неизвестными понятиями всегда существует возможность существования какого-то иного уровня, как бы внешнего, да, например, такого, как физическое тело. И, предположим, здесь, кстати, видно, что физическое тело человека, в принципе, обладает еще свойствами уникальными, ну, именно с точки зрения вечного развития, еще потому, что здесь, ну, открывается очень много известных человеку вот наблюдений такого плана. Вот, например, во сне человек себя как больше представляет, в виде какую систему, где он находится, в плоскостном уровне восприятия, там, в объемном. Если в объемном, то как он себя дифференцирует, да? В чем разница действия во сне человека и просто в обычном мышлении. Почему? То есть где вот эта сама фактура сна? Например, человек видит сон. Как ему разобраться, что это сон? Он же понимает в основном, что это сон. Это получается, какие признаки понимания? И когда вы начинаете, ну, например, эту систему разбирать, то вот разницей является только то, что сон, с точки зрения даже логики человека, это не всегда знакомое состояние. И будет ли сон еще сниться, это вообще вопрос. Как правило, там, повторять сон, это значит, надо уметь, ну, фактически так развить свое управление, что там, по заказу какому-то себе делать сон, например, да, какой-то там конкретной режиссуры, сценария, и как бы видеть его, например. Но, во-первых, зачем это надо, да, человеку? Поэтому, если рассматривать как систему управления, да, полезно, но проще проуправлять, например, днем там и все, да, или в свободное время. Получается, что вот этот уровень отсутствия как бы знакомой величины, он достаточно, ну, с точки зрения, что ли, будущего, там, развития бесконечного, это уровень достаточно проблемный. Если нет знакомой величины где-либо в информации, то получается, что будущее становится, ну, фактически неустойчивым. Будущее устойчиво, если все элементы проявлены совершенно линейно, четко, понятно, и ниоткуда неожиданностей как бы ждать нельзя. Вот это вот системное развитие. И получается, что, ну, в идеале оно означает именно такое системное развитие, которое позволяет точно гарантировать, что человек имеет вечное развитие, потому что он в этом убеждает с точки зрения как бы экстраполятивных систем от себя и думает, что при этом доказывает себе, что все дальнейшие действия подконтрольны за счет того, что он сейчас все контролирует. И исходя из этих уровней управления, мы видим дальше, что если мы хотим видеть уровень сна, например, да, в виде некого пространства информации, то вот если задуматься над вопросом, а где в этом пространстве информации именно опять половой признак распределения информации, да, то видно, что вот у уровня сна любого существует уровень основания. Ну, как бы основание сна в информации это в виде сфер. Как только вы начинаете переходить к основанию сна вот в пространстве восприятия, вы попадаете в структуру головного мозга. То есть геометрически сон соответствует фактически уровню, ну, скажем, головы человека, да, ну, как бы тому плану, что ли, на физическом плане, где находится именно головной мозг в первой реакции восприятия. И именно поэтому считается, что, например, там, мозг обладает, ну, как бы свойством определять какие-то интеллектуальные процессы, как бы иррациональные процессы и так далее, да? И вот чтобы нам применить это управление, получить, например, там, мгновенное извлечение, управление физическим телом, там, какие-то создать будущие бесконечные события, благоприятные для нас, мы хотим, например, не только сон, там, ну, в частности сон, но объединить всю систему в одно как бы русло управления, где ни сон, там, ни бодрство, ничего не мешает именно бесконечному управлению. То есть уровень, где вы получаете фактически абсолютную систему управления, потому что вы все системы замыкаете под свой личный контроль. И как только вы такое делаете, то получается, что вы расширили личность уже от себя, как бы именно в динамичном уровне, в динамическом уровне контроля, ну,
по линии собственной воли. И вот когда вы четко прослеживаете, что это действительно уровень вашей личной воли, то есть вы видите, что все, что вы делаете, под этим находится основание вашей воли, то, в принципе, вопрос стабильности вашего развития, он уже решен. Когда идет, например, такое как бы бесконечное развитие с точки зрения перевода там микросистем, да, в какие-то глобальные системы, и вы видите, что человек может практически использовать, например, понятие там бесконечности, понятие мужской части управления, да, женской, хотя это универсальная, одинаковая совершенно вещь в управлении, вы начинаете видеть определенный статус вещей, которые такой, что на бытовом уровне, да, вот человек вот сейчас он может сидеть и рассуждать об определенных каких-то вещах, которые касаются там, лично его, то на этом уровне вы также можете четко гарантировать, что вы вечно, вам для этого достаточно видеть все бесконечное развитие, будущее и все прошлое, но объединенное хотя бы в одном человеке. И когда вы начинаете это управление, в общем-то, осуществлять, и где, например, да, такой человек, сколько нужно внешних систем наблюдения создать, чтобы как бы проголосовать, что это он там и так далее, то здесь получается, что вот это вот голосование, как бы внутреннее, да, это есть ваш личный выбор. То есть на информацию вы никогда не ошибаетесь и правильно определяете себе систему будущего развития. Получается, что вот ваш выбор фактически, да, в вечное развитие, то есть ваша личность расширяется с точки зрения того, что вы можете перед собой ставить задачи, которые вас обучают как бы решать задачи какого-то будущего. То есть вы можете фактически организовывать те задачи, которые подконтрольны не просто в виде там, каких-то задач, да, разовых, но они подконтрольны во всех тонкостях проявления. И когда вы начинаете видеть эту ситуацию, вы четко понимаете, что любую духовную структуру, проявленную, да, например, там, в человеке или человеком, всегда можно вывести на, например, там, любой уровень управления. Потому что между личностью сейчас, там, в текущем времени, там, или личностью в бесконечном времени можно доказать, что разницы вообще принципиально нет, так же, как понять, вот есть ли разница между бесконечным прошлым и будущим. Бесконечное прошлое имеет вообще другие критерии, а бесконечное будущее еще не наступило, да, для человека там, в физическом времени. Получается, что это тоже определенная специфика управления, если взять со сферы бесконечного прошлого и просто поставить вопрос, а как тогда оттуда выглядит, например, бесконечное будущее. Можно пройти фрагментом сознания и видеть, что это, например, там сфера, да? Но когда вы будете проходить текущее время, сферы уже не будет. Будете лично вы. Куда тогда делась эта сфера? Почему восприятие конфигурирует управление так, что при пересечении временного интервала меняется образ восприятия? Как аппроксимирующий образ именно. Так вот, если мы начинаем здесь задумываться дальше, то получается, что Бог, когда уже была создана реальность, как только переходил от одного уровня восприятия к другому, он сразу видел человека. То есть он создавал человека естественным образом. Почему другой мир как бы, да, отличается от человека внешне? Потому что человек — это естественная воля Бога, естественное состояние души Бога. А мир внешний — это более жесткая, более ранняя как бы, конструкция. Можно так рассмотреть, что она более ранняя. Да? Но с точки зрения бесконечных будущих процессов, более ранним уровнем управления является все-таки человек, уровнем сознания. Потому что значит, в бесконечном уровне получается, что бесконечное прошлое все равно пересекается где-то. С точки зрения того, что человек воспринимает, например, там, конечную величину какую-то, возможно. То есть человек может воспринять бесконечность, но как он физически расширит свое сознание, чтобы охватить эту бесконечность, куда он попадает? Опять к самому себе, к задаче именно задать вопрос себе. А что есть бесконечность? Да, он опять попадает к себе. То есть, если стараться растягивать управление именно сознанием бесконечности, все равно вопрос самодиагностики у себя самого человек должен и спрашивать, да, так и происходит.
Так же делает и Бог. Бог всегда отвечает на свои собственные задачи. Он все время самодиагностируется, получается, сам себе дает ответы, ему неоткуда брать. Если делать по аналогии с такой позиции, получается, что человек отвечает, да, например, другим или там, получает какие-то вопросы тем, что он просто обучает следующих людей. Бог передает знания, а человек обучает. И получается, что механизм передачи знаний – это есть универсальный механизм, да, расширения личности человека во внешнюю систему и Бога по отношению к человеку. В какой-то момент идет пересечение, и получается точное соответствие задач Бога и человека. И вот исходя из этого, что вот, я сейчас показал систему уже развития личности, как бы глубинной структуры мира, где на уровне там, философском или практическом каком-то можно выявить взаимодействие, там, например, да, разных систем человека, например, то здесь совершенно понятно, что сам статус человека обладает еще определенным коррелирующим действием. То есть, если есть форма человека в каком-то конкретном месте, то, с точки зрения логики, там люди, которые видят другого человека, стараются там, не грубить там, и так далее. Да? То есть образ человека является образом канонизирующим всю внешнюю реальность, так же, как у Бога. И есть, например, каноном фактически, да, вот, значит, внешней реальности является форма человека. И если мы хотим понять, каким образом человеку можно, например, там, саморегенерироваться, да, оздоровиться, можно тогда просто правильно синхронизировать себя же самого со своим уровнем проявления во внешнем мире. То есть есть там какие-то предметы реальности, там, природа, например. При синхронизации происходит соответствие вашего уровня тому уровню, который через бесконечное развитие проявился, да, перед вами. Но каждый элемент развития можно распаковать. То есть можно увидеть, каким образом вы имеете, например, задачу. То есть откуда она вообще возникла у вас. То есть можно посмотреть совершенно четко все про себя, что касается, там, например, дальнейшего развития. То есть уровни, которые касаются вас, можно вообще абсолютно точно рассматривать все. В принципе, как любого другого человека, но тогда надо взять у него разрешение, да, на уровне управления. И получается, что раз вы для себя вот, имеете в душе, что да, существует такое действие, можно посмотреть на любой свой элемент управления, то получается, раз такое действие существует, то можно формулировать и ставить перед собой задачи. И вот предварительно сформулированная задача до, например, даже ее там совершения, реализации, парадоксальный уровень, не формулируя основную задачу, уметь управлять уже задачей, да, без формулировки. Сказки там пойти туда, там, не знает, куда человек может пойти, и взять то, он не знает, что, например, да, он что-то же делает. Вот это вот понятие «не знает, что» — это тоже какое-то понятие. В принципе, чтобы, кстати, вот не знать что-либо, нам достаточно много знать. Все, по крайней мере, вокруг, и сказать, что это к этому не относится. И тогда получается, что вот такой признак, что ли, дифференциации системы приводит к тому, что чтобы узнать Бога, да, познать действие Бога, нужно совершенно четко знать все деяния Бога, значит. А человек — это деяние Божие, да, значит, надо самый простой вариант — познать человека, его бесконечное развитие из своей личности. Тогда это и есть путь к Богу, да, в данном случае. Это логический, в общем-то, вывод появился. И когда вы, например, видите развитие личности уже тогда в интегрированном варианте, то есть вы видите Бога, значит, идет развитие от Бога к личности, тогда вы видите, что вот неразрывная связь личности и Бога гарантирует действительно гармонию восприятия, и тогда точно реализация ваших событий на уровне высокой гармонии, на уровне именно свободной гармонии.
Потому что Бог, взаимодействие с Богом — это свобода. И тогда вы получаете уже истинное свободное событие, которое часто происходит без напряжения, там, без какого-либо там сложного действия. Но это уже наверняка спасение мира, потому что там все счастливо, там все спокойно, уравновешенно и контролируемо. Причем есть уровни абсолютно полного контроля при обычном состоянии сознания, без каких-либо дополнительных технологий. То есть, в принципе, там часто определяющим уровнем является свое состояние просто в текущее время. То есть внешний контроль за собой — это и есть управление. Найти себя, сделать просто уровень внешнего управления, просмотреть за информацией — это уже управление в данной технологии. Любая работа с собой — это управление в данной технологии. На этом я сегодняшний семинар заканчиваю. Спасибо большое за внимание.